Чем можно заняться в Праге? Полюбоваться на средневековую архитектуру, отведать вкусного местного пива в прикуску с вепревым коленом, поискать достопримечательности, послужившие прототипами для создания футуристической Праги из Deus Ex Mankind Divided, или посетить крупнейшую торговую точку по продаже комиксов, фигурок и прочей гиковской атрибутики, что мы и сделали. Всем привет! За кадром Ларри, и сегодня я расскажу вам про сеть пражских магазинов Comics Point. Всего в Праге на данный момент 4 магазина, плюс один секретный. О том, что это за такой 5-й магазин и почему он секретный, я расскажу вам немного позже. Как говорится, не переключайтесь. Полную информацию об ассортименте и адресах вы можете получить на официальном сайте comicspoint.cz. Только там все на чешском. Но если вас, конечно, не забанили в Гугле, трудности с переводом вы не испытаете. Итак, первым в нашем путешествии был небольшой магазинчик в торговом центре Эден, расположенный в районе Прага-10, и добраться до него можно на автобусе от метро Флора. Но если вы за рулем, то все становится проще. Открыт магазин, как и торговый центр, с понедельника по воскресенье с 9 утра и до 9 вечера. И говоря небольшой, я имею в виду реально небольшой магазинчик. Настолько небольшой, что он был замечен только в процессе наматывания второго круга по данному центру. Кто-то сказал про наблюдательность и информационные табло? Не слышала. Что же вас ждет внутри? Лозунг хомяков «Впихнуть невпихуемое» явно не про эту точку, но несмотря на скромные размеры помещения и достаточно свободную внутреннюю застройку, тут есть на что посмотреть. И в итоге мы зависли в этом магазинчике минут на 20. Он как телефонная будка Тардис из «Доктора Кто», обманчиво маленький снаружи и достаточно просторный и емкий внутри. На полках прекрасно соседствуют друг с другом фигурки, кружки, прочий гиковский мерч и комиксы. Много комиксов. И эти самые комиксы в большинстве своем на чешском языке. Вы на минутку представляете себе население Чехии. Грубо говоря, это население одной только Москвы. И вот в этой маленькой, но гордой стране, как культура, гик-культура развита настолько сильно, что может себе позволить огромное количество переводных изданий на родном языке. Ради справедливости скажу, что и в России последние несколько лет стали издавать достаточно много качественной локализованной печатной продукции. И спасибо нашим издателям за это, но масштабы пока все равно не те.
Вторым на нашем пути стал основной и самый крупный магазин, который расположен недалеко от площади Мира и метро ИП Павлова. Время работы магазина в будни с 11 утра и до 7 вечера, и в выходные с 10 утра и до 3 часов дня. Почему я называю его основным? Потому что есть подозрение, что он был самым первым из открывшихся, а то, что он имеет отдельную довольно большую площадь, а не помещение в ТЦ, заставляет в это поверить. Магазин подкупает своим внушительным внешним видом, как снаружи, так и внутри. Перечислять все многообразие товара, сконцентрированного в данном месте, наверное, особого смысла не имеет. Вы и сами сейчас все увидите. Скажу лишь, что сюда интересно зайти просто как на некую выставку. Если вы в теме, то скучно не будет. И глаза разбегутся от желания что-нибудь купить. Кошелек, конечно же, по традиции забьется в истерике, а кредитка упадет в обморок.
Третьим мы посетили магазин, расположенный в большом торговом центре Палладиум, рядом с площадью Республики в районе Прага-1. Время работы магазина с воскресенья по среду с 9 утра до 9 вечера и с четверга по субботу с 9 утра до 10 вечера. По занимаемой площади он чуть меньше основного магазина. На входе привлекают внимание две огромные статуи Халка и Джокера с одной стороны и Тора с другой. Внутри ассортимент идентичен двум другим магазинам, разве что отличается количеством. А пока вы любуетесь интерьерами и содержанием третьего магазина, я хочу сказать пару слов о четвертом. На сегодняшний день он открыт в торговом комплексе «Центрум Ходов», расположенном рядом с одноименной станцией метро и открытого с понедельника по воскресенье с 9 утра и до 9 вечера. На момент нашего визита в Прагу открытие этого магазинчика еще не состоялось, поэтому лично мы его не посетили, но очень рады, что данная сеть расширяется. Зато мы раскопали другой магазин из сети Comics Point и радостно поехали туда. Тем более товарищ Google нас всячески обнадеживал, что магазинчик там есть и что находится он между двух станций метро Флора и Джордж по Дебради. Но после долгого топтания рядом с предполагаемым местом мы поняли, что ничего похожего на Comics Point в окрестностях нет. Открыв в Google обзор улиц и сравнив эти виды с тем, что наблюдаем мы, открылась интересная картина. Мы, оказывается, нашли нужное помещение, но теперь оно уже было занято книжным, а фотографии на Гугле банально устарели. И если присмотреться, на новых фото, сделанных нами, видны следы от букв старой вывески. Вот так иногда Google вводит людей в заблуждение. Подводя итог, хочу рекомендовать данные магазины к посещению, если вы будете в Праге. Пусть не все, но хотя бы один. Возможно, вы ничего себе там не купите, так как цены могут показаться где-то завышенными, но удовольствие от даже простого созерцания всей этой красоты, аккуратно расставленной по полочкам, точно получите. Прибавьте к этому доброжелательный и улыбчивый персонал, и заряд позитивного настроения вам обеспечен на весь оставшийся день. Comics Point – магазин, куда хочется возвращаться. А у меня на этом все, конкретно по Праге. Впереди нас ждет Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Рассказывайте о нас своим друзьям. А я и дальше буду радовать вас рассказами о крутых гиковских магазинах.